продолжаю говорить о британской философии, это вторая часть. Фрэнсис Бэкон был английским философом, государственным деятелем, ученым, историком, юристом и писателем. Он занимал посты генерального прокурора и лорда-канцлера Англии. Хотя его политическая карьера закончилась позором, он оставался чрезвычайно влиятельным благодаря своим работам, особенно как философ, сторонник и практик научного метода и инициатор научной революции. Бэкона называют отцом эмпиризма. Его работы создали и популяризировали дедуктивные методологии научного исследования, часто называемые методом Бэкона или просто научным методом. Его требование о плановой процедуре исследования всего естественного ознаменовало новый поворот в риторических и теоретических рамках науки, большая часть которых и сегодня все еще окружает концепции надлежащей методологии. Его самоотверженность, вероятно, привела к его смерти, что привело его в редкую историческую группу ученых, которые были убиты в результате своих собственных экспериментов. Известно, что он умер от пневмонии. Достоинство науки Бэкон считал почти самоочевидным, однако на науку делалось много нападок. Проанализируя их, Бэкон пришел к выводу о том, что Бог не запрещал познание природы. Наоборот, он дал человеку ум, который жаждет познания Вселенной. Люди только должны понять, что существует два рода познания. Познание добра и зла, познание сотворенных Богом вещей. Познание добра и зла его дает Бог через Библию, а познавать сотворенные вещи человек должен с помощью своего ума. Наука должна занимать достойное место. Предназначение науки в том, чтобы умножать силу и могущество людей, обеспечивать им богатую, достойную жизнь. Бэкон говорил, что открытия делались случайно, не методически. Их было бы гораздо больше, если бы исследователи были наделены правильным методом. Метод – это путь, главное средство исследования. В основе научного познания, согласно Бэкону, должны лежать индукция и эксперимент. В своей теории познания Бэкон неукоснительно проводил мысль о том, что истинное знание вытекает из чувственного опыта. Такая философская позиция называется эмпиризмом. Бэкон и был не только его основоположником, но и самым последовательным эмпириком. Бэкон разделил источники человеческих ошибок, стоящих на пути познания, на 4 группы, которые он назвал призраками или идолами. Это призраки рода, призраки пещеры, призраки площади, призраки театра. Призраки рода проистекают из самой человеческой природы. Они не зависят ни от культуры, ни от индивидуальности человека. Ум человека уподобляется неровному зеркалу, которое, примешивая к природе вещей свою природу, отражает вещи в искривленном и искаженном виде. Призраки пещеры – это индивидуальные ошибки восприятия, как врожденные, так и приобретенные, ведь у каждого, помимо ошибок, свойственных роду человеческому, есть своя особая пещера, которая ослабляет и искажает свет природы. Призраки площади, рынка, следствие общественной природы человека, общения, использования в общении языка. Люди объединяются речью. Слова же устанавливаются сообразно разумению толпы. Поэтому плохое и нелепое установление слов удивительным образом осаждает разум. Призраки театра – это усваиваемые человеком от других людей ложные представления об устройстве действительности. При этом мы разумеем здесь не только общие философские учения, но и многочисленные начала и аксиомы наук, которые получили силу вследствие беззаботности. Томас Гоббс был английским философом, которого сегодня помнят за его работы по политической философии. Его книга «Левиафан», вышедшая в 1651 году, заложила основу для большей части западной политической философии с точки зрения теории общественного договора. Гоббс был сторонником абсолютизма, но он также развил некоторые основы европейской либеральной мысли. Права личности, естественное равенство всех людей, искусственный характер политического порядка, который привел к более позднему различию между
гражданским обществом и государством. Мнение о том, что любая законная политическая власть должна быть представительной и основываться на согласии народа, а также на либеральном толковании закона, которое оставляет людям свободу делать все, что закон прямо не запрещает. Гоббс также внес свой вклад в самые разные области, включая историю, геометрию, физику, теологию, этику, общую философию и политологию. Его представление о человеческой природе, как о своекорыстном сотрудничестве, оказалось устойчивой теорией в области философской антропологии. Он был одним из ключевых основоположников философского материализма. Тремя классическими британскими эмпириками раннего нового времени считают Джона Лока, Джорджа Беркли и Дэвида Юма. Термин «британский эмпиризм» относится к философской традиции Великобритании, которая была воплощена этими мыслителями, хотя у этой традиции действительно были предшественники, восходящие к Роджеру Бекону. Джон Лок был английским философом, представителем эмпиризма и либерализма. Он считал, что все объекты понимания являются идеями, причем идеи существуют в уме сознания. Нет никаких врожденных идей с рождения, все знания основаны на опыте. Кроме того, существуют также простые идеи и сложные идеи. Простые идеи приходят через органы чувств, и они простые и не смешиваемы. Сложные идеи – это простые идеи, которые были объединены и связаны между собой с помощью абстрагирующей деятельности ума. Лок также несет ответственность за раннюю теорию личностной идентичности. Он думал, что то, что мы остаемся одним и тем же человеком от одного времени к другому, состоит не в том, что у нас одна и та же душа или одно и то же тело, а то, что это один и тот же ряд психологических связей. Для Лока быть личностью значит быть разумным мыслящим существом, которое может познавать себя и оставаться одним и тем же мыслящим существом в разное время и в разных местах. Что касаемо мировоззрения, общие принципы мировоззрения Лока сводились к следующему. Вечный, бесконечный, премудрый и благой Бог создал ограниченный по пространству и времени мир. Мир отражает в себе бесконечные свойства Бога и представляет собой бесконечное разнообразие. В природе отдельных предметов и индивидуумов замечается величайшая постепенность. От самых несовершенных они переходят незаметным образом к наисовершеннейшему существу. Все эти существа находятся во взаимодействии. Мир есть стройный космос, в котором каждое существо действует согласно своей природе и имеет свое определенное назначение. Назначение человека – познание и прославление Бога, и благодаря этому блаженство в этом и в ином мире. Естественное состояние – состояние полной свободы и равенства при распоряжении своим имуществом и своей жизнью. Это состояние мира и доброжелательности. Право на собственность является естественным правом. При этом под собственностью Лок понимал жизнь, свободу и имущество, в том числе интеллектуальную собственность. Свобода по Локу представляет собой свободу человека располагать и распоряжаться как ему угодно своей личностью, своими действиями и всей своей собственностью. Под свободой он понимал в частности право на свободу передвижения, на свободный труд и на его результаты. Лок – теоретик гражданского общества и правового государства. Лок предложил принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и федеративную. Лок считал, что государство создано для гарантии естественного права, жизнь, свобода, имущество и законов, мир и безопасность. Оно не должно посягать на естественное право и на закон. Должно быть организовано так, чтобы естественное право было надежно гарантировано. Лок считал правомерным и необходимым восстание народа против тиранической власти, посягающей на естественные права и свободу народа. Джордж Беркли был ирландским философом, эмпириком и идеалистом. Беркли соглашался с Локом в том, что существует внешний мир, который порождает идеи в сознании, но Беркли стремился доказать, что внешний мир также состоит исключительно из идей.
Беркли считал, что идеи, которыми мы обладаем, могут только напоминать другие идеи, не физические объекты. И таким образом внешний мир состоит не из физической формы, а скорее из идей. Этот мир был наделен логикой и регулярностью, некой другой силой, которой, по заключению Беркли, был Бог. Беркли знаменит своим девизом «Существовать значит быть воспринятым или воспринимать». Это означает, что нет никаких других вещей, кроме идей, умов, сознаний, которые их содержат. Не существует такой вещи, как независимая от разума сущность. Дэвид Юм был шотландским философом, экономистом и историком. Его идеи относительно свободы воли, детерминизма, причинно-следственной связи, личной идентичности, индукции морали до сих пор вызывают дискуссии. Юм прекрасно описал проблему индукции. Он утверждал, что индуктивное рассуждение не может быть рационально использовано, поскольку для обоснования индукции нужно было бы либо привести обоснованный дедуктивный аргумент, либо индуктивно сильный аргумент. Но нет веского дедуктивного аргумента в пользу индукции. И просить индуктивный аргумент для обоснования индукции означало бы задавать вопрос. Проблема причинности Юма связана с проблемой индукции. Он считал, что нет эмпирического доступа к предполагаемой необходимости связи между причиной и следствием. Стремясь оправдать убеждение в том, что А вызывает Б, можно было бы указать, что в прошлом Б всегда внимательно следовал за А как в пространстве, так и во времени. Но особая необходимая связь, которая, как предполагается, является причинно-следственной связью, никогда не дается нам в опыте. Мы лишь наблюдаем постоянное стечение событий, в чем нет никакой необходимости. Что касается личной идентичности, то Юм был сторонником теории связок. Он сказал, что нет надежного «я», к которому привязывались бы свойства. Опыт лишь показывает нам, что существует лишь совокупность восприятий. Адам Смит был шотландским философом-моралистом, экономистом. Его обычно называют отцом современной экономики. Учение Адама Смита является основой экономического либерализма и концепции невмешательства государства в экономические процессы. В исследовании о природе и причинах богатства народов раскрываются взгляды Смита на экономику. Данное исследование является главным произведением философа. Главной темой Смит называл экономическое развитие. Авторы интересовали взаимоотношения людей в процессе производительного труда, распределение доходов, накопление капитала. Для экономического развития необходимы свобода внешней торговли, отмена ограничений на покупку и продажу земли, отказ от регламентации промышленности и внутренней торговли, ликвидация всех факторов, сдерживающих мобильность трудовых ресурсов. Целью налоговой политики должно быть только поддержание доходов на необходимом уровне, но не регулирование производства и спроса. Смит был категорически против руководящей роли государства в экономике.